Новый год к нам мчится, скоро все случится. Друзья, вы большие молодцы и собрали необходимое количество лайков и комментариев. Сделали вы это не без моего пинка, ешь птица нелетная, я все понимаю. Чтобы я снял видео о том, как я наряжаю свою комнату. Но помимо того, как просто показать процесс украшения комнаты, я решил поделиться с высоты своего, так сказать, личного опыта парочкой советов о том, как не превратить это прикольное мероприятие в нервотрепку. И совет номер 1. Перед тем, как что-либо украшать, постарайтесь поймать необходимый лад. Я понимаю, он может появиться не сразу, возможно, что в процессе придет это настроение. Но если прям совсем херово, то процесс может вас только огорчить. Включите любимую музычку, может быть какой-нибудь напиточек. В общем, постарайтесь сделать так, чтобы этот процесс приносил вам удовольствие. Еще лучше, если вы можете это все провернуть в компании. Но будьте аккуратны с подбором людей для этого мероприятия. Была у меня одна ситуация, когда отвертка в стене оказалась элементом украшения. Если вы хотите узнать об этой истории подробнее, напишите в комментарии: «Витяй, зачем ты забил отвертку в стену?» И сразу вдогонку второй совет. Перед тем, как что-то наряжать, постарайтесь составить хотя бы примерный план того, как все у вас будет выглядеть. Определитесь с цветовой палитрой. Может быть, у вас есть какая-то тема, как вы хотите наряжать. Может быть, у вас будут одни снеговики или только олени. В общем, конечно, можно украсить квартиру просто всем. И кому-то это окей. Но лично мне нравится, когда есть какая-нибудь хитрая фишечка, которая позволяет сделать каждый Новый год чуточку уникальней. Я абсолютно согласен, что анархия мать порядка, но не в моем случае. Поэтому перед украшением комнаты проведем небольшую ревизию того, что у меня есть и куда это примерно будет все вешаться. Итак, что мы имеем? Мишура зелено-красная. 1 штука. Мишура голубая, бирюзовая, белая. 2 штуки. Мишура розовая, 2 штуки. Мишура золотая, 1 штука. 1 сова. 1 елка-олень. 1 пряничный человечек. Набор снежинок. Набор елочек. 2 Деда Мороза. 3 разных ленточки. 1 небольшая гирлянда теплого оттенка. 1 большая РГБ гирлянда. Упаковка наклеек. Упаковочка картиночек. Вспомогательные материалы: ножницы, скотч двусторонний, скотч односторонний, широкий. Лучше купить широкий и урезать до узкого, чем купить узкий и страдать. План действий довольно простой. Вокруг этого окна и этого окна мы вешаем по мишуре. Также мы вешаем 1 мишуру над столом и там же вешаем маленькую гирлянду, куда-нибудь туда же пристраиваем елочные игрушки. На длинной гирлянде мы не вешаемся, а каким-нибудь способом, сколько ее хватит, пускаем вокруг кровати. И по остаточному признаку наносим тяжкий рождественский холодильнику и входной двери. Оказывается, не всегда нужно изобретать велосипед. Я думал скреплять эти мишурины между собой скотчем, но оказалось, что их можно просто прикрутить друг к другу через железочку, на которых они сами по себе держатся. И это выглядит вполне надежно. Иногда при украшении тебе нужно импровизировать. Это абсолютно нормально. Например, я думал, что я повешу свою мишуру на скотч. Потом я понял, что там 2 проблемы. Во-первых, это побелка, от которой односторонний скотч отлепляется. А вторая – это мишура. Потому что если вы когда-нибудь пытались оторвать скотч от мишуры, но это дело гиблое. Ну, смекалочка. Берем. И у нас готов крючок. Надежная ли эта конструкция? Покажет время. С другой стороны, мишура не гирлянда. Если ночью упадет, не так больно будет. Первое готово. Конструкция из одного скотча и скрепки действительно оказалась не очень надежной, но не по причине того, что скотч отклеивается. Отклеивалась скрепка. Но когда ты ее зажимаешь в бутерброде между 2 двухсторонними скотчами, эта штука остается там навечно. Okénko número 1, okénko número 2. Вот, можете увидеть в процессе вешания мишуры на полку. Применил такую же систему, как и с окнами, то есть двусторонний скотч, скрепка в форме крючка, и просто беру эту штуку и загибаю. Здесь то же самое беру, просто загибаю в другую сторону, думаю, еще 2 вот здесь, чтобы здесь вот было чуть-чуть так натянуто, и будет бенч. Друзья, нахожусь в процессе сложного
инженерного решения о том, как мне пускать гирлянду, но пока что я пришел к тому, чтобы она как бы так светила изнутри мишуры, то есть такой ореольчик, чтобы был. Потому что хотел пустить ее вот здесь, но она слишком длинная. Пускать просто снаружи тоже будет некрасиво. Поэтому постараюсь сделать такой симбиоз декоративный. Ну и дай бог, чтобы получилось. О, ну что, тестируем. Это выглядит так, как я и хотел. И пока мы еще возле стола, ленточки. Все акробатические этюды позади, самое трудоемкое уже сделано, осталось просто пустить гирлянду вокруг кровати, украсить дверь и холодильник и все. Логика какая? Я хочу эту гирлянду протянуть по внешней стороне кровати примерно вот так вот. Не думаю, что хочу подсвечивать изголовье, поэтому начну просто с этой внешней стороны. Дальше ноги. Тыльная сторона сколько хватит. Не елка, конечно, но тоже светиться будет. Пока я тут сижу со скотчем маюсь, сразу вам даю два совета. К примеру, если вам требуется где-то много скотча, лучше нарежьте его сразу, приклейте куда-нибудь и потом уже по кусочку под рукой отрывайте. И совет номер 2 касаемо гирлянды. Мы все знаем, что эта штука очень любит запутываться, как бы вы хорошо ее и аккуратно не складывали. Гирлянда запутывается. Примите этот факт и просто постигните дзен, распутывая ее. Не торопитесь, не надо ничего дергать, не стоит, просто примите тот факт, что гирлянда всегда запутывается и спокойно, не торопясь, лампочка за лампочкой распутывайте ее. Ну что, друзья, тестируем вторую гирлянду. Ну что ж, не без труда я закончил украшать свою часть комнаты. Осталось теперь нанести тяжкие рождественские товарищу холодильнику и дверь. Я, решил не мудрствовать лукаво и применить здесь такой же принцип, который я применил везде. Крючочки. И на крючочке мы вешаем нашу мишуру. Uno, dos. Как вы помните, у меня еще есть всякие елочки и снежиночки, которые частично тоже пойдут на этот холодильник. Остался финальный этап, осталась дверь. И что я хочу сделать? Вот эту штучку 100% как-нибудь красиво оформить. Сюда мы повесим пряничного человечка и всякие елочки, снежиночки, все, что осталось, тоже сюда влепим. Ну что, друзья, настало время приценить финальный результат. Мы почти закончили. Остался последний штрих и последние советы. И как я вам уже говорил, не вешайте стеклянные игрушки в радиусе доступности ваших конечностей. А еще постарайтесь получать счастье от каждого маленького момента, который только возможно. А на этом у меня все. Я очень надеюсь на вашу поддержку с этим видеороликом, потому что я вложил в него много своих средств и сил. Так что поддержать финансово меня можно по ссылочке в описании на Donation Alerts. Придать сил вы мне можете, написав много хороших комментариев,
поставив много лайков, поделившись этим видеороликом в своих социальных сетях. До новых встреч, друзья! Адьос!